Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я опять вернулась к своему витражу, и я его уже вставила в окно. Как делать блок окно, я уже снимала. Там, где шила подушечку Crazy в белом. Здесь я вот эти вот места, сделала из полосок, потому что я на прошлом окне поняла, что если стегать, то лучше в шов. А если широкие такие полоски, начнешь стегать, будет ткань волной ехать все равно. Поэтому я сделала из полосочек. Ну и обрамила вот коричневой ленточкой. Я ее делала 4 сантиметра шириной всего лишь. Сам витраж у меня был 76 на 76, плюс я еще сделала по 3 сантиметра, пришила вокруг черную окантовку. И вот окно. Теперь у меня получается это окно за счет того, что нижняя часть длиннее, чем верхняя, 110 на 106 сантиметров. И теперь буду вставлять это окно куда-нибудь. Я купила такую бязь темно-бежевую или светло-коричневую, кофе с молоком, короче. И выкладываю квадратики. Это будут мои стены вокруг окна, куда я вставляю окно. Эти квадратики размером 15 на 15 сантиметров. И помните, я делала заготовки для аппликации камешки? Я просто их не пришила, пока просто раскидала в хаотичном порядке. Кроме вот этого вот сиреневого. Этот я вот пришила уже зигзагом. Я вот буду просто пришивать на отдельные квадратики аппликации, а после этого только их между собой сшивать. Девочки, я установила машинку на зигзаг. Здесь у меня 5 натяжения нити, но вы это сами смотрите по своим машинкам. И пришиваю свои камушки квадратиком. Нитками я вот бежевыми пришиваю, такими же, как вот мой квадратик. На каких-то квадратиках я по одному камешку пришивала, на каких-то по 2. Ну, смотрела так, чтобы потом распределять квадратики, чтобы рядом одинаковых не было камешков. Ну, как бы несложно, поэтому на этом долго останавливаться я не стану. Посмотрите, стена вокруг окна у меня уже готова. Все камешки я пришила. И все квадратики с камешками между собой сшила и пришила к окну. Следующий этап, у меня нужно делать нижнюю часть. Я нарезала кучу полосок и сшила их между собой. Полоски шириной 12 сантиметров были изначально. Когда будет простегана, ее будет лучше видно. И я еще нарезала штук 8 ромбов под углом 45 градусов. Сшила их между собой и осталось пришить ромбы к полоскам, а полоски к окну. Сколола булавочками краешек и пойду пришивать. При пришивании ромбов я очень боялась, что ткань волной пойдет, потому что по косой же резала под углом 45 градусов, поэтому я поставила лапку верхний транспортер. И вроде бы все идет хорошо, волны нет. Пришила. И теперь настала очередь кошек. Одна кошка сидит на окошке, а вторая пытается играть с ее хвостом. Причем, я еще не приделывала, я просто разложила. Причем вот этот хвостик, наверное, я не буду пришивать. Пусть он мотыляется, как хочет. Получается вот эта сиреневая часть, которая как бы пол, она вот с этими камушками сиреневыми сочетается. Мне кажется, в результате очень симпатично получится. Но по длине, в ширину у меня сейчас вот 100-150 сантиметров, а в длину маловато. В длину всего 165. Это почти квадрат. И если одеяло, то надо еще хотя бы сантиметров 15 добавлять. Тем более еще стежка уменьшит. Я уже пришила дополнительную длину. И теперь завернула края, вот так вот сколола булавками. И здесь вот рулончики сделала. Чтобы у меня осталось только то место, мне было удобнее работать. Вот здесь вот я буду делать кошку, которая на подоконнике сидит. Я ее попристраивала и там, и сям. Ну и оказалось, что вот здесь вот в этот квадрат, кусочек ярко-голубой, удобнее всего, удачнее всего голова попадает так, что виден хорошо силуэт. Поэтому сюда я ее и буду пришивать. Прикалываю ее булавочками, чтобы она не смещалась ни при переносе,
не при пришивании. Пришивать буду черными нитками, зигзагом. Приколола, и я решила, что буду не зигзагом пришивать, а у меня есть декоративная строчка в машинке, похожа на обметочный, как обметывают край. Вот я, наверное, таким образом буду кошку пришивать. У меня видны настройки на машинке, когда я пришиваю кошку. И я хотела напомнить, не забыть подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. А кто смотрит в YouTube, нажмите колокольчик справа от кнопки подписаться, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Кошку пришила. Хвост я ей пришивать не стала, как планировала. Так вот, чтобы его можно было. Чтобы та вторая кошка с ним играла. Я когда пришила, немножечко волной она здесь была. Такой получился как бы физиологический изгиб, как будто она прям вот повернулась. И мышцы видны. Но прогладила, изгиб пропал. Зато швы вот эти стали немножко видны. Но это все разойдется. Вот, ну все, точно так же буду делать вторую кошку. Вторая кошка тоже готова. Вот, я ей тоже хвостик не до конца пришила, чтобы было справедливо. И все, теперь буду делать одеяло. Для нижней части одеяла я взяла вот такую ткань, у меня по ширине не хватало. Я за счет длины увеличила ширину. Она была 142 сантиметра вместе с кромками. Вот, поэтому я вот увеличила, потому что моя верхняя часть 150 сантиметров. И прискотчевала малярным скотчем полу, чтобы складывать сэндвич. Сверху уложила синтепон. Он у меня шириной 150 сантиметров. И я надеюсь, что мне хватит этой ширины, потому что я всегда стягаю не плотно, и у меня всегда хватает ширины. Следующим этапом я скрепила все 3 слоя своего сэндвича булавками. Я использую английские булавки. У меня где-то 140 штук ушло. У меня их 150 всего. Несколько штучек осталось. Теперь можно снимать уже малярный скотч и стягать одеяло. Или нести его куда хотите, переносить, что хотите делать. Я его повезу на дачу и там буду стягать. Я переезжаю на дачу со своими всеми прибамбасами. Буду все делать там. Я уже на даче и стягала все одеяло с помощью верхнего транспортера, так как у меня в основном прямые швы, квадраты, свободно-ходовую стежку я не использовала. И я хочу сказать, стягала в шов, и при этом все равно иногда получается волна, поэтому для того, чтобы не было вот этой волны, я немножечко пальцами время от времени раздвигала ткань, там, где вот волна собиралась, немножечко в стороны ткань от шва отодвигать, и волна эта не исчезает. Вот посмотрите, вот в эти стороны, вот так вот, раз, немножечко я раздвигаю ткань, видно, да, я прям показываю как в направлении, и стягаю прямо в шов. Тогда этой волны не получится, ткань будет ровно стягаться. После того, как все простегала, я срезала лишний синтепон и лишнюю заднюю ткань и вырезала вот такую вот ленту, отрезала. Это будет у меня кромка, я буду обрабатывать край. Я сшила много этих ленточек, чтобы мне по длине хватило. И сейчас буду пришивать с помощью верхнего транспортера. Ленту с одеялом сложила лицом к лицу свою. Она у меня шириной 6 сантиметров. Я хотела показать. Вот здесь вот у меня самый конец ленты я где-то сантиметров 20 оставила, не пришивая, чтобы потом мне удобнее было сшить между собой концы и аккуратненько закончить все. Ну и по прямой строчке я поставила максимальное натяжение верхней нитки на 9. Длина стежка у меня 4 установлена. Где-то сантиметр от края отступаю, чуть меньше, может 8 миллиметров. Коротко покажу, как угол. Вот я дошла до угла. Опускаю иголку, поднимаю лапу. Поворачиваю свой сэндвич под углом 45 градусов. Вот к этому уголку я буду строчить. Опускаю лапку. Строчу вперед и назад. Под углом 45 градусов. Опять поднимаю лапку. Поворачиваю весь свой проект. Вот эту свою ленту. Я вот так вот заворачиваю наверх полностью, а потом вот опускаю здесь вот
расправляю, у меня должно получиться вот этот вот краешек параллельно краю одеяла, а вот этот вот краешек параллельно вот этому краю одеяла. Повернула, опускаю лапку и продолжаю строчить прямо опять на расстоянии, на таком же, как здесь строчила, вот где-то в районе 8 миллиметров. Так продолжаем до конца. Я сняла одеяло с машинки, чтобы показать, как я буду сшивать край этого канта. Смотрите, я, помните, оставляла вот здесь вот кусочек в районе 20 сантиметров. И вот здесь вот я дошила, вот здесь, и остановилась. Смотрим внимательно. Ширина нашей вот этой вот ленты 6 сантиметров. Я свою вот этот край с вот этим вот совмещаю. И вот здесь вот вместе совмещения, вот так вот я покажу, чтобы видно было. Оставляю 6 сантиметров. Вот смотрите, ширина моей ленты 6 сантиметров. И я 6 сантиметров вот от этого краешка конца отмеряю 6 сантиметров. Но отмеряю не на этом конце, а вот на этом верхнем. Вот. И вот по этой линии, которую я отметила, я обрезаю остатки своей ленты. А теперь свои вот эти вот кусочки складываю лицом к лицу, вот так вот. Почему лучше оставлять побольше, хотя бы полметра между вот этими вот концами, где у нас пришито? Потому что удобнее потом сшить будет вот эти кончики. Можно сложить как-то одеяло поудобнее. Значит, складываем лицом к лицу внахлёст, скалываем булавочками. И от вот этого уголочка, вот отсюда, от этого уголочка, к вот этому вот уголочку проводим линию и по этой линии прошиваем. Прошили, снимаем иголочки и срезаем вот эти лишние уголки. И вот у нас получилось все хорошо сшито, аккуратненько. И здесь вот по длине уже вот, смотрите, вот как у меня шло. И вот она по длине как раз совпадает с той длиной, которую нам нужно осталось пришить к одеялу. Все, иду на машинку и прошиваю оставшийся кусочек. Пришила. Теперь мне надо пришить ее с изнаночной стороны. Здесь я буду пришивать вручную. Заворачиваю вот так, как мне нравится. Но я буду закрывать вот этот шов, которым я пришивала. То есть я заворачиваю вот настолько. Я уже вдела нитку в иголку. Внутрь сэндвича своего протыкаю, чтобы узелок там остался незаметным. И заворачиваю. И потайным стежком, то есть прям вот миллиметрик я. И внутри сэндвича продеваю иголку и вывожу на следующий стежок. Трудно смотреть и в камеру, что в кадр попадает, и шить. И опять так же вот прямо рядышком миллиметрик протыкаю. Внутри сэндвича провожу иголку. Мне не надо, чтобы она сюда выходила. Провожу иголку и пришиваю. Получаются вот такие стежочки маленькие. Нитку я вдвое сделала, чтобы все дело было покрепче. До уголка, когда дойдем, смотрите, здесь мы под углом 45 градусов заворачивали, Ну и также под углом 45 градусов вот так вот пришью уголок. Ну и все остальное, все 4 уголка. Дорогие друзья, я пришила кант и показываю вам теперь общий вид. В результате размер одеяла получился 146 на 177. Я, видите, у меня единственное место, где можно разложить, это теннисный стол большой. Как раз по ширине получилось. Удачно все влезло. Поближе. Кошки. Кошки. Собачка. Камушки. Они так переливаются немножко, такая бархатистая у них поверхность. Сейчас заднюю сторону покажу. Задняя сторона вот так вот выглядит. Камушки вблизи вот так вот выглядят. Если вам понравилось это видео,
ставьте лайк, не стесняйтесь, не сдерживайте себя. Пишите комментарии. Подписывайтесь, конечно, на мой канал, если не подписаны. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.